Всем привет, меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых обращений из Smart Sender в CRM-систему Zoho. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые обращения из Smart Sender в другие системы. Например, в Zoho CRM вы сможете создавать новые сделки, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Smart Sender по Webhook. Далее необходимо выбрать действие «Получить данные». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт Smart Sender в системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые обращения из Smart Sender. Для того, чтобы продолжить настройку, необходимо скопировать URL и перейти в личный кабинет Smart Sender. Далее переходим к воронкам. Заходим в нужную нам воронку. После этого кликаем Edit. Теперь нам необходимо добавить новое действие. Не забываем его соединить в конце всей воронки. После этого добавляем действие External Request. Выбираем тип запроса Post. В поле Request URL вставляем скопированную ссылку в системе Apex Drive. Далее переходим на вкладку Body. Далее кликаем по иконке с облачком, для того чтобы передавать все имеющиеся переменные. После этого кликаем «Сохранить». Теперь нам необходимо опубликовать все изменения. После этого снова заходим в нужную воронку. Теперь нам необходимо сгенерировать новые тестовые данные для того, чтобы они отобразились в системе Apex Drive. Для этого кликаем «Превью». Выбираем канал, на котором у нас подключен бот. В данном случае это Facebook. Проводим общение с нашим ботом. Когда общение с ботом закончено, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройки. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Smart Sender успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Zoho CRM. Далее необходимо выбрать действие «Создать сделку». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Zoho к системе Apex Drive. В этом окне нужно указать логин и пароль личного кабинета Zoho. На этом этапе вам необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Zoho. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля, которые необходимо заполнить для создания новой сделки в CRM-системе Zoho. В эти поля вы можете назначать переменные из Smart Sender. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные, но и прописывать значения вручную.
Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые поля заполнены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Zoho CRM в качестве новых сделок при каждом новом обращении из Smart Sender. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Zoho». После успешной отправки переходим в Zoho и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Zoho успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!